Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть под любым видео в описании к этому видео. Спешу сообщить о том, что у меня есть личные расклады. Я также делаю обряды на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения. Ставлю защиту, делаю чистки и делаю обряды с вашим ментальным и физическим здоровьем. Мы также делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. Она указана под любым видео. Если не увидели мои лички, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, я всегда вам отвечу. Также у нас есть два закрытых канала. Один закрытый канал на Бусти находится. Сейчас слева появится QR-код, по которому вы можете перейти за подписку всего в 299 рублей в месяц, смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. И второй контент закрытый – это канал Юрия Шатунова. Я не могу выложить сюда те видео, которые находятся там, по причине того, что вы зайдете и сами поймете, да, не могу об этом говорить в открытую. Чтобы попасть на канал Юрия Шатунова, тоже обращайтесь, пожалуйста, ко мне в личку. Я вас туда перенаправлю, подключу, мы с вами все обсудим. Сегодня с нами карты «Безумной луны» Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о такой загадочной личности, как Николай Васильевич Гоголь. Действительно загадочная личность Николая Васильевича Гоголя, даже его смерть и перезахоронение тела имеют обстоятельства, окутанные тайнами и мистикой. Одну из самых своих знаменитых повестей Гоголь написал в 1830-х годах и назвал ее «Ночь перед Рождеством». И сегодня в рождественские праздники мы разбираем личность Гоголя, загадки его смерти, его истинные желания и страхи, а также мистику, которая окружала писателя со всех сторон до самой его кончины. Первый вопрос у нас будет, конечно же, на характеристику личности, каким человеком на самом деле был Николай Васильевич Гоголь, каким человеком видела его Вселенная и этот мир. Итак, карты. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Николая Васильевича Гоголя. Покажите нам Николая Васильевича Гоголя. Каким человеком был Николай Васильевич Гоголь? Покажите нам, пожалуйста, Николая Васильевича Гоголя. Николай Васильевич Гоголь. Каким человеком ты был? Покажи мне себя. Каким человеком ты был? Карта повешенного. 12-й старший аркан у нас обозначает виктивность. Виктивность – это состояние жертвы, когда ты жертвишь и жертвуешь чем-то во благо другим, но не в угоду себе всю свою жизнь. Да? И если выпадает характеристика личности, то такой очень медленный, размеренный, ипохондрик немножко, да? Постоянно боялся чего-то, да? Какие-то страхи были, страх заболеть, простудиться, страх умереть каким-то подобным образом. Да? Вот все время какие-то страхи у повешенного. Причем у повешенного, обратите внимание, деньги имеются. Красный кафтан, фиолетовые лосины указывают все-таки на знатный род, либо на денежки, которые имеются в кошельке, да. Человек такой был непростой. Повешенный еще указывает на то, что всю жизнь Гоголь был под кем-то. Возможно, на кого-то работал. Да? У меня будет здесь вопрос про спецслужбы. Работал ли Гоголь со спецслужбами? Потому что есть такая теория, скажем так. И все время выжидал нужного момента, нужного времени, все время медлил. Вот есть такие люди, которые не могут сделать шаг влево, шаг вправо, пока не подумают 350 раз, но будет уже поздно. Какие-то черные мысли его все время посещали. Человек, обратите внимание, абсолютно черный, вот его кожа черная, потому что либо какие-то мрачные мысли его посещают, либо он работает с какой-то черной энергетикой или с черной аурой. У меня будет здесь вопрос, работал ли Гоголь с черной магией, был ли он черным магом, да? Обратите внимание, что черепушка вскрыта у персонажа, и из нее прямо вырываются волосики, как маленькие червячки. Это обозначает острый ум, мудрость. Не по годам, кстати, мудрый человек, но если посмотреть и перевернуть повешенного, то он повернут к нам левой стороной, да? А левая сторона – это эмоциональность, это чувствительность, очень эмоциональный, чувствительный и на тонком плане чувствует любого человека, который находится рядом с ним. Очень мало друзей было у Гоголя, да, и здесь человек все-таки интроверт, нежели экстраверт. Любил побыть в одиночестве, наедине с самим собой. Повешенный еще очень часто указывает нам на непростое детство, когда
дома был тиран кто-то, да, либо отец, либо мать, либо его как-то булили в детстве, да, и человек начал закрываться, очень любит поговорить сам с собой, да, нежели с кем-то из других, то есть не было друзей таких, вот кому можно было открыться и рассказать все подряд. Вот таким человеком по характеристике личности был Николай Васильевич Гоголь. И еще повешенный – это человек, который повесил сам себя, который жертвует собой в угоду другим, не во благо себе, только потому, что он сам в этом виноват. Вот что-то случилось в его детстве или юношестве такого, после чего он сам замкнулся, хотя люди к нему тянулись. И он сам почему-то не может себя развязать. Медлит, тянет время, считает какие-то минуты, часы, но не хочет почему-то быть в окружении социума, быть в окружении людей. Да? Я могу сказать еще по этой карте, что человек все-таки является социопатом. Это очень такое непростое психологическое отклонение. И мы дальше еще посмотрим, были ли у него какие-то расстройства психического характера. Итак, второй вопрос. Были ли у Николая Васильевича Гоголя психопатические расстройства, как раз вот следующий вопрос, да, у нас и страхи. Были ли у Николая Васильевича Гоголя психопатические расстройства и страхи? Были ли у Николая Васильевича Гоголя замкнутость? Это еще не обозначает каких-то психических расстройств, да? Были ли у Николая Васильевича Гоголя психопатические расстройства и страхи? Маниакальное что-то. Королева жезлов – это мания. Что-то маниакальное, когда, вот знаете, человек спокойный может наброситься. Вы знаете, вот я спокойный абсолютно, но могу наброситься так, что вот совершенно не ожидаешь, да, от этого человека, может придушить прямо. Вот маниакальное, что-то маниакальное, либо какие-то маниакальные зависимости, либо маниакально-депрессивное какое-то расстройство, да, вот здесь вот как маниакально, от слова как маньяк, да, то есть я сижу спокойно, но если ты мне что-то скажешь такое, что меня не устроит, все, я вспылю, я вскочу, я вспылю, я начну тебя душить, там, я не знаю, да, и его некоторые люди даже сторонились, потому что королева жезлов – это очень темпераментная, эмоциональная женщина, причем, да, какие-то женские черты, а характером им все-таки тоже присутствовали, это все-таки не король жезлов, да, сейчас, секундочку, друзья мои. Следующее. Были ли какие-то психопатические расстройства и страхи? Все-таки королева жезлов – это не страхи, королева жезлов нападает. Это все-таки к расстройствам относится, да, у нас? Были ли страхи и страх? Так, сейчас, секундочку. Давайте я 6 карт вытяну, потом вам расскажу. Страхи, ох, страхов как много было, да? Да. Интересно. Причем страх потустороннего мира, и еще дьявол нам показывает аддикцию, страх привязанности к чему-то, да, привязанности к какому-либо человеку, привязаться к какому-либо человеку, страх того, что его осудит общество, возможно, да, осудит то, что он привязывается к какому-то определенному человеку, да, вот страхи и девятка мечей, простите, и 15-й старший аркан говорит о страхах кому-то привязаться и быть потом зависимым от этого человека. Это его страхи. Зависимости, маниакально-депрессивная какая-то зависимость, да, психопатические расстройства я имею в виду, маниакальные. А потом паж жезлов говорит нам о страхах не вырасти в каком плане? В плане на своем поприще, да, на своем творческом поприще, не вырасти как писатель, не стать популярным, да, вот здесь вот карта двойка пентаклей у нас обозначает в данном случае не стать богом по шестерке жезлов и по двойке пентаклей, богом и путеводителем для своих, скажем так, фанатов, да, если это можно так назвать, для тех, кто читает его произведения, кто читает его рукописи, да, не стать кем-то важным в жизни тех, кто читает его книги. Он хотел прям возвыситься вот этими книгами, вот этими повестями, он хотел показать, что он может больше, что он не такой вот маленький паж жезлов, да, которым он себя всегда считал. Действительно, он себя всегда считал жертвой, маленьким пажом жезлов. И он самый главный страх, наверное, в его жизни – это невозможность реализоваться. Извините, немножко торможу. Почему? Потому что информация идет такая скомканная, как будто вот он говорит сейчас, так бросает, вот, знаете, нелепые какие-то фразы, как будто вот он, когда разговаривал, он как-то даже как-то вот
невозможность нормально поговорить с оппонентом, с человеком тет-а-тет. Он как будто все время комкал слова, из-за того, что был интровертом, ему так тяжело давались какие-то длинные фразы. Он всегда считал себя маленьким человечком, и невозможность реализоваться, невозможность возвыситься над другими людьми его всегда пугала. Пугала нереализация своих каких-то планов, каких-то книг, повестей. Он очень хотел реализоваться и быть чуть ли не Господом Богом, в хорошем смысле этого слова, для своих фанатов. Фанатов — это слово, которое используют сейчас, да. Ну и страхи, кстати, страхи черной магии, да, несмотря на то, что, возможно, он ей занимался, страхи каких-то демонов, чертей, потусторонней силы, о которой он как раз-таки писал, и страхи быть кому-то привязанным, и потом невозможность от этого человека отвязаться, да, вот он этого очень сильно боялся. Ну, а по поводу психологических каких-то психических расстройств, это мания, да, не мания величия, а маниакально-депрессивное расстройство, когда он мог напасть на человека, на оппонента, если тот сказал ему что-то не то, чтобы ему понравилось. Вот об этом речь. Следующий вопрос. Был ли Гоголь счастливым человеком вообще, да? Что делало его счастливым? Был ли Гоголь счастливым человеком? Был ли Гоголь действительно счастливым человеком, и что делало его счастливым, если он был счастливым человеком, да? Потому что для каждого счастье – это такое относительное понятие. Для каждого счастье свое, скажем так. Был ли Гоголь счастливым человеком? Ну, вот не могу сказать, что он был счастливым человеком, объясню почему, потому что все время, опять-таки, продолжение второго вопроса у нас, да, все время его преследовала мысль, что он не до конца обучился какому-то такому ремеслу, которому бы хотел обучиться, и что-то у него недополучается, скажем так, да, тройка пентаклей – это карта подстраивания либо обучения. Вот он всю жизнь чему-то пытался обучиться, и ему все время казалось, что вот в этом обучении, да, что в этом, это, знаете, как вот сейчас мы курсы проходим, пошли там, я не знаю, на курсы ногтевого сервиса, или пошли на курсы парикмахерского искусства, пошли на курсы поваров, да, и нам кажется, что мы ни в этом, ни в том недостаточно хороши, и вот ему точно так же всю жизнь казалось. Он пытался всю жизнь обучаться, а потом думал, ну, блин, у меня ничего не выходит. А туз жезлов – это начинание, не заканчивающееся успехом. Опять 25, все, это фаталити, карта фатализма, но никогда у меня ничего не получится, потому что Господь Бог, ну или во что он там верил, да, Вселенная не благоволит мне, не получается у меня ничего, я какой-то неудачник, я какой-то непутевый, карта влюбленный какой-то неправильный, и это разбивает мне сердце. Ну, у него была такая немножко театральная показуха, он мог там, я не знаю, прийти в бар там или еще куда-нибудь в места, где собирались писатели, поэты и так далее, да, с кем он общался он с небольшим узким кругом людей, и говорить всем на показ о том, что какой же я несчастный, ничего-то у меня не получается. На самом деле он был достаточно талантливым человеком, но об этом мы узнаем, кстати, позже. Его ли это вообще произведения были, да? Так вот, Гоголь всю жизнь чему-то обучался, учился, стремился к чему-то, и ему по его характеру, по его каким-то психопатическим расстройствам личности все время казалось, что он не заслуживает, скажем так. Вот не заслуживает идти обучаться вот этому ремеслу, потому что он недотёпа. Не заслуживает идти обучаться этому ремеслу, потому что у него не получается. Да, все время ему казалось, что он не дотягивает до каких-то людей, которые ставил для себя в пример. Вот об этом здесь речь. И могу ли я назвать его счастливым человеком по этим картам? Абсолютно нет, потому что счастье у всех разное, как я уже сказала. Да? Счастье счастью рознь. И для него было счастье возвыситься, быть лучше, чем многие, там, я не знаю, да, но это не потому, что у него какая-то мания величия, а потому что он был очень недоволен собой, не уверен очень был в себе, да, и он хотел как-то возвыситься, хотел написать что-то такое, после чего бы, я не знаю, посмертно ему поставили героя, там, я не знаю, да, в писательских, скажем так, писательской стезе. Но вот здесь вот конкретно говорить о том, что он был счастливым, нет, он не был счастливым человеком. Что делало его счастливым? Его бы сделало по-настоящему счастливым то, если бы он какому-то одному ремеслу, которому хотел действительно обучиться, он бы ему обучился вот прям так, что придраться ни к чему. Такого не бывает, все мы люди, да, на самом деле. Возможно, поэтому он и прибегал к черной магии. Давайте узнаем сейчас. Следующий вопрос. Правда ли, что Гоголь был девственником?
и не имел связи с женщинами. И посмотрим ориентацию Гоголя, а уже потом посмотрим, действительно ли он занимался оккультными практиками. Правда ли, что Гоголь был девственником и не имел связи с женщинами? Правда ли, что Гоголь был девственником и не имел связи с женщинами? Мечтала о какой-то женщине, какая-то была женщина любимая королева кубков, о которой он мечтал, но не мог к ней приблизиться. Такое ощущение, что она он опять-таки, да, все время считал себя ниже, чем другие. Я ниже, чем другие. Я вот под столом сижу, а ты королева кубков, да, а кто я? Что я могу тебе дать? Я жертва, я повешенный. Вот, посмотрите, опять его карта виктивности вышла, да, я лучше подожду немножко, повременю, потом к тебе подойду. Угу. Ты играешь со мной, мне кажется, что ты со мной играешь, и я не могу по рыцарю жезлов к тебе вот так вот просто взять и подойти. Вообще рыцарь жезлов обычно обозначает напористого мужчину, сильного мужчину, сексуального мужчину, да, и в некоторых смыслах слова обозначает интим. Но тут действительно такое ощущение, как будто не было у Гоголя никогда интима, как это ни странно, женщина. Ни одна только единственная женщина, ориентация у него была гетеро, кстати, да, одна только единственная женщина вызывала у него в его жизни симпатию, да, и действительно, он ее по-настоящему любил. Королева кубков – это любимая женщина. Это не та женщина, которую любят, это та, которую любят. И ощущение было такое, опять-таки, в его голове, как будто бы она с ним играет. Они были знакомы, но так, знаете, как вот раньше было. Мы познакомились глазами, встретились глазами, и где-то там в некоторых местах встречаемся опять глазами, да. Но такое ощущение, что он даже не смел к ней подойти и сказать ей пару слов. Ну, кто я такой? Что я тебе могу дать? Ты звезда? Ты звезда, ты королева кубков, мне кажется, ты мной играешь, а я вот здесь вот под столом, и еще карта повешенного, да, я жертва. Я не могу к тебе подойти, только в моих мечтах я по рыцарю жезлов к тебе подхожу, что-то себе говорю, уже не говоря об интиме, да, действительно, тут ощущение такое, что у него не было ничего, никакой связи с женщинами, потому что всю свою жизнь любил только одну женщину, которую не мог не то что заговорить, да, но и подойти не мог он к ней. И вот ориентация у него все-таки гетеро, я вижу, да, тут нет никаких мужчин, тут женщина, которую он любил до конца своих дней. Об этом речь. Следующий вопрос, друзья мои. Действительно ли Гоголь занимался оккультными практиками, в частности, был черным магом? Действительно ли Гоголь, Николай Васильевич, занимался оккультными практиками и, в частности, был черным магом? Действительно ли Гоголь, Николай Васильевич, занимался оккультными практиками, в частности, был черным магом, вызывал кого-то, по крайней мере, вызывал кого-то точно и работал со стихией воды, потому что нужно с какой-то определенной стихией работать, да, если вы являетесь черным, белым магом, неважно, вы работаете с какой-то стихией, кого-то вызывал, некого иерофанта, да, некого иерофанта, джина, который не ему подчинялся, а он ему подчинялся, то есть что-то было сделано здесь неправильно. Такое ощущение, как будто он не до конца понял, как работать с магией. В то же время боялся очень страшно. Я же говорю, да, действительно кого-то вызывал, карта страшного суда, еще вызвать кого-то сверху или снизу, да, и приходил некий иерофант, некий служитель бесовщины, да, но не сам бес, не сам дьявол, а некий иерофант, это как один из демонов, прислужников дьявола. Но в то же время он хотел вызвать его для того, чтобы демон служил ему, а он служил демону. Наоборот, так получилось, что потому что Николай Васильевич Гоголь не до конца понял науку, вот эту черную магию, да, и вызывал наобум, не умеючи, и так получилось, что рыцарь Пентаклей – это моральный инвалид, человек, который подчиняется кому-то. Так вот, он вызвал некое существо, некого демона, и потом стал его же прислужником, то есть он ему же подчинялся. Николай Васильевич Гоголь до конца своих дней подчинялся какому-то демону, которого вызвал неправильно. Вот, и был моральным инвалидом, то есть прислужником этого демона. Вызвал он его как-то с помощью воды, карта умеренности здесь говорит о стихии воды, и опять-таки очень сильно боялся, возможно, до конца своих дней боялся его, да, сделал что-то неправильное, и после этого он уже точно подумал, ну я ничего не могу сделать в этой жизни нормально, да, даже не могу черной магией заняться нормально, потому что у меня не получилось до конца, потому что он в себя не верил, возможно, у него и не получилось, возможно, он не до конца изучил какие-то книги, да, по черной магии, все-таки нужно было прийти в путь левой руки, а он не до конца это все изучил и вызвал кого-то, кому он сам и подчинялся до конца своих дней, кого-то из высшей касты, да.
Занимался, но не могу сказать, что успешно. Не в свою пользу, скажем так, да. Здесь же еще нужно правильно расставить приоритеты, чего ты хочешь, какой магией ты хочешь заниматься и что ты хочешь для себя. Такое ощущение, что он как не то, что не умеючи, не то, что играючи, как наобум вызвал, у него не получилось до конца. Следующий вопрос. Правда ли, что Гоголь видел потусторонние сущности и вступал с ними в контакт? Ну, соответственно, если он занимался черной магией, то, скорее всего, да. Правда ли, что Гоголь видел потусторонние сущности и вступал с ними в контакт? Правда ли, что Николай Васильевич Гоголь? Правда ли, что Николай Васильевич Гоголь, да, видел, звезда, карта, да что ж такое, мне карты сами переворачиваются, карта звезда, видел что-то потустороннее, и он отдавал свои же ресурсы этому потустороннему, для того, чтобы иметь хоть какую-то толику представления о черной магии, а все-таки он обладал какой-то толикой черной магии, да, для того, чтобы что-то уметь, он отдавал все свои ресурсы. Возможно, он поэтому рано умер тогда. Мы еще узнаем, от чего он умер на самом деле. Но здесь правда ли, что Гоголь видел потусторонние сущности? Вы слышали вообще это? Я просто сейчас чуть не обалдела. У меня за окошком что-то просто заскрипело очень сильно. Щелкнуло, что просто упасть не встать. С ума сойти. Да, действительно, видел потусторонние сущности. У меня аж мурашки по телу прошлись. По карте звезда, да. Так, я немножко выпала из контекста гадания. Правда ли, что произведение Ви, созданное Гоголем, на основе реальных событий, произошедших с ним в его жизни? Правда ли, что произведение Ви, создано Гоголем на основе реальных событий, произошедших в его жизни? Правда ли, что произведение Ви, создано Гоголем на основе реальных событий, произошедших в его жизни? Правда ли, что произведение Ви создано Гоголем на основе реальных событий? И да, и нет. Здесь что-то какое-то... Сейчас, друзья, нет. Здесь фантазии очень много. Здесь очень много фантазий. Не-не-не. Здесь состояние какого-то дурмана, состояние какого-то опьянения, состояние каких-то, возможно, наркотических веществ, состояние дурмана, связанного с опиумом, возможно, да, в нехорошем состоянии создавалась эта повесть, скажем так, да, вот тройка кубков говорит о нехорошем состоянии, пятерка жезлов это подтверждает. Очень много театральщины, очень много надуманного, очень много того, чего на самом деле не было. Семерка мечей. Я не хотела это писать, но почему-то написал. Как он мне сейчас вот говорит прям по картам, почему-то написал эту ересь, вот как он сейчас считает, да, вот сейчас его нет с нами, но вот здесь по картам я вижу как какую-то ересь, которую не хотел писать, написал в каком-то бреду, в каком-то состоянии затуманенном. По двоечке жезлов, как выкорчевывать из сухой земли чеснок, брать то, чего на самом деле не существует, потому что в сухой земле чеснок не будет расти, да, нужно постоянно землю поливать. И тут двойка мечей говорит о том, что в каком-то раздвоенном состоянии, как в состоянии раздвоения личности, под какими-то все-таки опиатами, наркотическими веществами, когда нехорошее состояние у человека, он создавал данное произведение. И, конечно, половина из этого, не половина, а большая часть из этого это выдумка. По тройке мечей это что-то театральное, что-то придуманное, что-то ненастоящее. Когда человек хватается за голову и сейчас якобы упадет в обморок, выдавливает из себя слезу, но на самом деле это не так. Фантастика, да? Нет. С ним именно конкретно этого в жизни не происходило. Да, действительно, он видел сущности, да, действительно, он мог вступать в контакт, занимался черной магией, но не очень успешно, скажем так, да. Но Ви – это не произведение, которое действительно происходило с ним в его жизни. Почему перед смертью, окончив писать второй том «Мертвых душ», Гоголь сжег его? Почему перед смертью? Почему перед смертью, окончив писать второй том «Мертвых душ», Гоголь сжег его? Почему Гоголь сжег его? Что ж такое? Эту карту прям сами рвутся сегодня. Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»? Подписание договора. Не мог его оставить почему-то. Не мог его оставить, знал, что умрет. Знал, что скоро его закопают. Не мог
выразить всех чувств и эмоций не мог. Почему? Потому что заключил с кем-то договор. Вот это был как заключенный договор на крови. Возможно, договор с темными силами, да, потому что он вызывал все-таки темные силы, и, как я уже сказала, скорее он подчинялся, и он был рабом этого демона, которого он вызвал. И была какая-то договоренность с демоном, либо он знал о том, что его скоро заберут. Демоны, бесовщина, да, он знал, что случится, и почему-то вот не стал оставлять, скажем так, это произведение, да, возможно, потому что в нем было что-то написано лишнее. Давайте посмотрим. Какая-то жестокая... Ага. Но здесь как действительно, да, как послесловие, как его последнее произведение, скажем так, как какая-то жестокая правда. Вот именно в этом произведении была какая-то жестокая правда, которую не пришлось придумывать по двойке жезлов, и по рыцарю кубков не пришлось придумывать. Я бы сам вам все рассказал, но не могу, потому что была договоренность. 2 раза вышла договоренность. Да, у меня была договоренность с некими темными силами о том, что я эту правду, которая есть на самом деле, вам не раскрою, друзья мои, да, потому что я скоро умру. Все равно мне скоро умирать, скажем так, да, и я не открою вам этой правды. Вот здесь была какая-то договоренность, что он напишет все свои мысли и сожжет их. Интересно. Там была какая-то правда, которую должны были понять, услышать, увидеть люди, но этой правды не дали ему написать, не дали ему осуществить, да, выпустить в свет эту повесть, скажем так, потому что была какая-то договоренность. Аж 2 раза вышла договоренность. Он сам хотел. Не хотел сжигать, вернее, хотел, чтобы она публиковалась, но, к сожалению, не смог, потому что темные силы взяли верх над ним, да? Имел ли Гоголь писательский талант вообще? Давайте узнаем. Это действительно его произведение. Имел ли Гоголь на самом деле писательский талант? Это действительно его произведение, которое он написал, или, возможно, ему помогли высшие силы, темные силы, да, которых он призывал, скажем так. Имел ли на самом деле Гоголь писательский талант? Имел ли на самом деле Гоголь писательский талант? Скажем так, изначально нет, с самого детства нет, как будто бы не он имел талант, а некая женщина, причем в его семье, которая его подавляла почему-то, возможно, это мама, да, женская фигура такая ключевая в его жизни, но это не женщина, которую он любил, не женщина, которая ему нравилась, почему-то его подавляла, и она имела не какой-то талант, а какое-то как видение ей какие-то шли. Вот и он эту женщину очень сильно боялся. И вот она имела некие видения, которые поспособствовали тому, что Гоголь что-то смог написать, что-то смог из себя вытащить, скажем так. Да? Если бы не эта женщина, которая рассказывала ему какие-то свои видения, или какие-то вот какая-то женщина в его доме, вот серьезно вам говорю, королева Пентаклей, земного знака зодиака, или просто такая стабильная женщина, хорошо распоряжающаяся деньгами, женщина подавляющая наступила на своего ребенка, подавляющая своего ребенка, ребенок ее боится, Гоголь ее боялся. Вот она имела какой-то, не то чтобы талант, а какой-то дар. И Гоголь всю жизнь пытался этот дар из себя вытащить, чтобы что-то написать. Я не могу сказать, что он обладал писательским талантом. Я могу сказать, что он больше всего на свете всю жизнь чего-то боялся, сторонился, он был замкнутый. Посмотрите на Верховную Жрицу, да. Верховная Жрица – это вообще человек-мизантроп, социопат, я вам уже сказала, да. То, что он был социопатом, мизантроп – это человека-ненавистничество вообще. Да, он был очень умный. Да, он был... умел разбираться, если бы сейчас он жил в наше время, он бы умел разбираться хорошо в технике, в компьютерах, возможно, да, вот он логически мыслил. Но вот этой творческой жилки ему как раз не хватало, и он взял эту творческую жилку от какой-то женщины. Я не могу сказать, что даже он от темных сил взял эту творческую жилку, да, но он был жертвой всю жизнь, он был мизантропом, социопатом, он не любил себя, не любил свою внешность почему-то безумно, да, он говорил сам себе, даже кому-то, возможно, даже этой женщине говорил: я урод, не смотрите на меня, да, я отшельник. И почему-то от этой женщины он брал вот какую-то энергетику и сочинял, скажем так, да. Ощущение даже не то, что он сам сочинял, то, что ему женщина что-то говорила,
Он как-то это вот я прям как вижу, он записывает это, да, немножечко что-то дополняет, и вот тут женщина ключевую фигуру играет в том, что он написал. Вот как ни странно, да, я думала, может быть, темные силы ему помогали или что-то. Нет, темные силы, я не знаю, на кой черт он призывал, да, простите за черный юмор, но здесь женщина, нормальная, земная, обычная женщина помогала ему писать. Вот об этом речь. Что это была за женщина? Следующий вопрос. От чего на самом деле умер Гоголь? Причина смерти. Потому что называют разные абсолютно, да, причины, никто точно не понял, от чего он умер. Его смерть с покрытым раком, как и вся его жизнь. От чего умер Гоголь? Причина смерти. От чего умер Гоголь? Причина смерти. Сердцем что-то. Тяжело, причем как тяжело, как долго носил эту ношу на себе, да, как болел как будто бы долго, да, что-то с сердцем, с сосудами, возможно, да, тройка мечей. Угу. Ну, как по крови, кровное родство здесь, как братья, да, кровное родство по крови передается тяжело, по генетике, то есть от сердца, то есть кровоизлияние, возможно, в мозг, да, потому что на голову показывает. Тут все стабильно, все естественно, нет такого, что там какая-то мистика. Сразу вам говорю, да, если была какая-то мистика, я бы так и сказала. Ну, вот я говорю, как есть. Тут мистикой даже и не пахнет. Смерть как смерть, хочу сказать, да, рано, но просто по роду передается, да. Двое братьев танцуют под солнышком. Рано ушел. Рано, скажем так, его припекло этим солнышком, да, скажем так. Долго носил в себе эту тяжелую рану на сердце. Но рана на сердце, это здесь как раз говорится о тяжелом заболевании сердца, да. От чего он как раз-таки рано ушел. Да, здесь что-то с сосудами, что-то с сердцем, как кровоизлияние в мозг, такое ощущение. Вот здесь вот об этом речь. Действительно ли Гоголь был похоронен заживо? Давайте узнаем. Ну, тут, скорее всего, нет. Я тут во многих раскладах действительно говорю про тайные договора, да, с дьяволом и так далее. Но здесь, да, я вижу, что человек действительно увлекался черной магией, увлекался не очень успешно, приходили к нему какие-то бесы, что-то ему там говорили, он много чего видел, у него были психопатические расстройства, возможно, даже заключал какой-то договор, да, возможно, это в его голове был какой-то договор, что вот там он сжег том мертвых душ, и вот он заключил договор якобы с демоном, возможно, это его какие-то фантазии, придумки, да, вот сейчас я не могу сказать точно, что человек действительно заключил темный договор с дьяволом, потому что он вызвал какого-то мелкого демона, которому подчинялся, и вот, возможно, это в его голове какие-то фантазии, то, что он договорился с кем-то, чтобы сжечь этот том мертвых душ, понимаете, потому что чувствовал свою скорую кончину, вот об этом речь. Тут мистики-то не так много в его жизни. Он придумал, талант не совсем его, ну как не совсем его. Да, он что-то там умел сочинять, но в основном основные видения, действительно, человеком, который что-то видел, в его доме была какая-то женщина. Действительно ли Гоголь был похоронен заживо? Действительно ли Гоголь был похоронен заживо? Возможно, расстрою вас этим раскладом, да, возможно, вы ждали какую-то мистику, прям мистику, но посмотрим сейчас, действительно ли Гоголь был похоронен заживо. Нет, обман. Обман вообще во всем, то, что он такой талантливый, тут русалка очень талантливая, да, русалку охраняют несколько зверей, несколько рыб, змея Уроборос, хотят скрыть ее от людских глаз, потому что она невероятно талантлива, она может существовать на суше, но надо же, какая русалка невероятная, необычная, да, она здесь танцует танец с двумя горящими жезлами, хотя не переносит огня, и повернута к нам левой стороной, эмоциональной, творческой стороной, но это все обман, на самом деле, говорю же, не обладал он таким явным, ярким талантом, потому что в основном там что-то вот писалось с женщиной, или женщина ему рассказывала, как это все писать, подавляла его, да, в семье. И действительно ли Гоголь был похоронен заживо? Да нет. Вся вот эта, скажем так, мистика, которую придумали уже люди, вот это вот окутанное тайной захоронения, то, что головы нет на самом деле, да, мы сейчас посмотрим, действительно ли головы не было, да, в гробу, это все, обман. Пятерка мечей, это все вот как бы вот какие-то
страсти мордасти уже, да, какой-то миф, какая-то легенда. Действительно, он был похоронен заживо, нет, он умер. Он умер, и следующий вопрос был, остались ли на обратной стороне крышки гроба, в котором его похоронили, следы ногтей? Да нет, не было никакого летаргического сна, не ушел он куда-то в астрал. Я перед тем, как делать видео, это я думала, может быть, он ушел в астрал и потом вернулся, да, из этого астрала, когда уже лежал в гробу. Да нет, он умер, обычный человек. Правда ли, что при перезахоронении останков Гоголя, интересно, дьявол выпал, не было обнаружено скелета его головы? Вот здесь интересно. Правда ли, что при перезахоронении останков Гоголя не было обнаружено скелета его головы? Куда делась голова? Правда ли, что при перезахоронении останков Гоголя не было обнаружено скелета его головы? Куда делась голова? Что-то неправильное было, да. Да, действительно, было что-то неправильное, что-то дьявольщина какая-то, да? Ну, действительно, тут дьявол как дьявол выпадает, да, какая-то дьявольщина, как будто бы что-то ушло. Паж жезлов уходит на ходулях по тонкому льду. И тут действительно как будто бы что-то неправильное было в его теле. Как будто бы не было головы, да? Как будто бы действительно не было какой-то части, какой-то составляющей цельной человека, которая должна была быть. Что-то неправильное, что-то неверное. Что-то куда-то ушло, не своими же ножками ушло, значит, кто-то забрал, значит, кто-то унес, да? Какая-то дьявольщина. Куда делась голова? Куда делась голова Гоголя? Куда делась голова Гоголя? Куда делась голова Гоголя? Куда делась голова Гоголя? Интересно, сейчас расскажу. Так интересно. Обалдеть. Снесли, да, голову, как, ну, здесь момент расчленения, да, показано, разделение, простите, чтобы YouTube не заблокировал, момент разделения, 8 жезлов, да, 2 пентаклей показывает момент разделения, отделения чего-то от чего-то, да, именно в данном контексте я имею в виду. Мужчина какой-то, да, здесь король пентаклей, у нас здесь вышла одна фигура ключевая, карта двора, некий мужчина забрал, да, данную голову, и такое ощущение, как будто держит до сих пор у себя. Что-то с этой головой сделал, как-то обработал, держит у себя и ее унес зачем-то и отделил. Хотя чего-то важного он не знал, этот мужчина. Вот он не знал чего-то важного, унес эту голову, некий мужчина. Интересно. Король пентаклей, мужчина земного знака зодиака, либо мужчина, у которого очень много денег, он может себе это позволить, и никто ему ничего не сказал, да? Вот он как будто бы по его приказу, почему не он сам, а по его приказу, его марионетки, цыганка, которая танцует на публику, это раба, это марионетка, вот по его приказу кто-то отделил голову от тела, вот, но некая женщина как будто бы отделила, да, здесь 2 раза выходит женщина, отделила голову от тела, забрала, унесла, отдала королю пентаклей, он до сих пор держит эту голову у себя, и что-то с ней вот сделали, да, ну здесь печка, что-то как будто бы как забальзамировали или еще что-то сделали, да, с этой головой, и до сих пор эта голова у этого мужчины. А для чего она у этого мужчины? Давайте посмотрим. Используется или использовалась ли каким-либо образом голова Гоголя для обрядов и подавления воли русского народа? Вот это интересно. Все-таки Гоголь, несмотря на то, что прям не был таким ярким талантом, да, как мы уже выяснили, не обладал черной магией, ну, поскольку мог там вызывать каких-то демонов, это на самом деле может абсолютно любой человек, если этому обучится, просто грамотно это нужно делать, а Гоголь этого грамотно почему-то делать не умел, не обучился до конца, скажем так, да, но тем не менее здесь я вижу, что Гоголь был неплохим и достаточно светлым человеком по своей душе, да, светлых людей, их очень рано и часто и рано убивают, да, и для чего-то используют, для каких-то обрядов, для того, чтобы сосать с них энергетику и так далее, и так далее. Неважно, обладал человек какой-то магией или не обладал, да? Давайте узнаем, вот головы-то на самом деле не было.
Мгм. Использовалась ли каким-либо образом голова Гоголя для обрядов и подавления воли русского народа? Использовалась ли каким-либо образом голова Гоголя для обрядов и подавления русского народа? Неправильно опять что-то. Да, для того, чтобы держать в тисках здесь и обманывать. Да, девятка кубков, да, использовалась для каких-то обрядов и используется по сей день. Что-то неправильное происходит по сей день, используется для каких-то черных обрядов, для какой-то черной мессы, для того, чтобы подавлять волю на самом деле и для того, чтобы обманывать людей. Посмотрите, до сих пор, и не только его голова, такое ощущение, что, как их много, да, таких, их несколько таких людей. Да, вот она. Вот она голова, вот она используется для подавления. Королева Пентаклей, в данном случае королева Пентаклей здесь не обозначает ключевую фигуру женщину или мужчину, здесь просто некая ключевая фигура использует что-то круглое, голову. Пентакль — это пентаграмма, черная магия, да, для подавления воли. Посмотрите, наступила на человека, а человек и люди, которые рядом с королевой Пентаклей, это обычный народ, для подавления воли русского народа. Действительно используется для обрядов до сих пор. Интересно. И она как в какой-то жидкости, как в чем-то эта голова, естественно, для того, чтобы она не деформировалась, да, со временем. Еще 2 последних вопроса. Правда ли, что Гоголь был агентом спецслужб? Обещала вам этот вопрос. Правда ли, что Гоголь был агентом спецслужб? Говорили просто, что он работал на спецслужбе, да. Вот, возможно, поэтому используется его голова, да, если он был агентом спецслужб, возможно, он знал какие-то вещи, которые не должны знать обычные люди, да. Правда ли, что Гоголь был агентом спецслужб, иностранных, русских, неважно, да. Правда ли, что Гоголь был агентом спецслужб? Правда ли, что Гоголь был агентом спецслужб? На кого ты работал? На кого ты работает? Что-то пишет, для чего ты работает, что-то записывает. Это может быть и творческая деятельность, да, тоже. И не могу сказать, да, друзья мои, да. Он скрывал какую-то огромную, большую тайну. И именно поэтому его голова используется не потому, что он обладал черной магией, не потому, что он был каким-то великим талантом, а потому, что он на кого-то работал. И его главная сфера деятельности — это не творчество далеко, это не писательство, да, это то, что он знал и не мог никому рассказать. Из горящего здания улетаю в новую жизнь. И никому не могу сказать, что у меня на душе. Рыцарь кубков в броне. Рыцарь кубков не может высказать свои чувства, свои эмоции, потому что на кого-то работает. Я что-то знаю такое, здесь вот погорело, что никому не скажу. У меня это все в голове, и я никому не отдам туз пентаклей, никому не отдам карты жадности, да, никому не отдам, хотя знаю, что у меня в голове вся вселенная. Вот он на кого-то работал, конечно, какие-то спецслужбы, он был каким-то спецагентом, скажем так, да, если по нашим временам так говорить. А что сейчас с душой Гоголя? Возможно, голову его забрали не только для обрядов, а потому что душа не может переродиться без какой-то части тела. Что сейчас с душой Гоголя? Что сейчас с душой Гоголя? Без головы, без определенной части, а именно без головы, человек не может переродиться. Реинкарнация не может произойти для тех, кто верит в реинкарнацию, да, она на самом деле есть. Что сейчас с душой Гоголя? Последний вопрос. Что сейчас с душой Гоголя? Бесполезно. Пытается, тут как попытки какие-то, попытки перерождения. Я же говорю, попытки поменяться, попытки переродиться. Пытается, но все на смарку, пытается вырасти, вот здесь вот листочки вырасти пытаются, но чего-то важного душа не знает. Того, что она не может переродиться. Она ушла в забытье, ушла далеко, ушла в ад. 4 пентаклей. Она ушла туда, откуда нет возврата. Все свои ресурсы душа исчерпала, потому что нет главного, нет головы, да? А голова пошла куда-то в топку, голову забальзамировали, голову забрали. Вот здесь везде выходят пентакли, как обозначение даже головы, да? Голову забрали, поэтому душа переродиться не может. Душа все свои ресурсы отдала, душа ушла в ад, душа пытается переродиться, но снова срубает с ветки, да, с корнем, потому что не знает чего-то главного. Душа никак не поймет, почему она не может переродиться. Пытается, но она где-то в забытье, между нашим миром и между тем миром. И не может никак переродиться душа Гоголя, потому что нет какой-то составляющей главной, какой-то части.
именно головы, которые как раз-таки и забрали, да. Интересно, какой факт. Вроде все спокойно практически есть расклад, да, а вот с головой какие-то неполадки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом, да, что вы знаете про Гоголя, что вы знаете про то, что головы не оказалось, да, при перезахоронении. Что вы об этом думаете вообще, друзья мои? Напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. Друзья мои, я вас очень люблю, и до новых встреч!